тупо заработать денег. Вот для меня это всегда было важно. На первые заработанные деньги в своей жизни я купил пиво и сигареты. В 18 лет я уже записал альбом. Его никто, я надеюсь, никогда не услышит. Берите самолюбование, и вы кастрируете благотворителя. Признаюсь, волосы пока еще мои. Здравствуйте! Сегодня в гостях у программы «Час пик» предприниматель и певец Эмин. Наверное, может быть... Странное словосочетание, да? Я ошибся, да. Может быть, надо было представить вас в первую очередь как певца, и только во вторую как предпринимателя. Кто вы? Музыкант, занимающийся бизнесом, или бизнесмен, занимающийся музыкой? Ну, я, наверное, и то, и другое. Я как-то никогда не разделял, потому что в моем бизнесе всегда присутствует творчество, а музыку я научился монетизировать, соответственно, музыку уже превратил в бизнес. Поэтому и там есть и бизнес, и творчество. Но есть такой некий когнитивный диссонанс, да? Бизнесмен, человек, который занимается прибылью, доходы, финансы, вот это все. А певец — это творчество, это вот такой совсем другой характер. Как уживаются-то у вас две такие ипостаси разные? Ну, вы знаете, я как бы получил в Америке как раз финансовое образование, экономика, бизнес, менеджмент, финансы, и как бы научился, наверное, чему-то за этот период. Но с ранних лет занимался музыкой. Поэтому эти два направления во мне как-то ужились. Наверное, я занимался бы только коммерческой деятельностью, если в какой-то момент не принял все-таки важное для себя решение, это пойти по вот музыкальному направлению серьезно, заняться этим как бы на общих основаниях. И рад, что выбрал эту дорогу, потому что помимо того, что я в какой-то мере, наверное, состоялся немножко как артист, параллельно моя артистическая жизнь обросла огромным количеством музыкальных проектов. Музыкальный лейбл, музыкальный канал, радиостанция, ряд фестивалей. То есть все это сегодня работает, что-то приносит доход, за счет которого я компенсирую расходную, может быть, убыточную часть по каким-то проектам, которые пока еще не окупаются. Но, тем не менее, все это музыка, и все это теперь уже бизнес. Ну, слово «убытки», мне кажется, не про вас. По крайней мере, в последнем рейтинге Forbes 40 до 40 вы были на 22-м месте. Правда, если я правильно понимаю, в этом году вы туда уже по возрасту не попадаете. К счастью. Но ведь не планируете же вы исчезать со страниц Forbes? И вообще, насколько для вас важны эти рейтинги, чарты? Они абсолютно не имеют никакого значения для меня. И я всегда относился к заработку и к деньгам, которые я стремлюсь заработать, как к инструменту, к средству и возможности реализовывать какие-то следующие проекты. Потому что с каждым получившимся проектом, поскольку я человек достаточно амбициозный, планы растут, аппетиты тоже. И, соответственно, хочется, если я сделал фестиваль в одном месте, хочется его увеличить, хочется его начать тиражировать, делать в других городах. В частности, вот сейчас фестиваль «Жара» достиг определенного масштаба, и вот будет юбилейный фестиваль в Баку 5 дней этим летом, в конце июля, куда я всех с удовольствием приглашаю. Также фестиваль сейчас начал гастролировать. У нас Сочи, Дюссельдорф, Монако, и большие надежды и планы мы возлагаем на Америку. В переговорах у нас и Майами, и Нью-Йорк. Я думаю, что в этом году мы анонсируем большой фестиваль «Жара» уже на территории Соединенных Штатов. То есть вы как певец выступаете, как музыкант, и как продюсер, да? Как режиссер, который снимает себя в главной роли? Ну, не совсем. Я никогда не снимаюсь в главной роли в данном случае, потому что я пою обычно меньше песен, чем все остальные, и понимаю, что я такой же гость фестиваля для зрителей, и они не должны во мне видеть какой-то вот доминирующий фактор, потому что есть хедлайнеры, есть артисты как бы большего масштаба, такие как Григорий Викторович Лепс, Леонид Агутин, Николай Расторгуев, и они должны быть всегда основными на этом фестивале. Но у меня тоже есть свое место, я понимаю, что я нахожусь в определенном рейтинге, определенного класса артистов, и я вместе со всеми могу разделить эту сцену. Можно ли сказать, что бизнес для вас это некое творчество или цель иная, там, больше денег заработать, влияние? Ну, весь мой бизнес творческий, начиная от ресторанного направления, заканчивая строительством. Если я придумываю какое-то здание, я подхожу к этому как бы с творческой стороны, потому что я хочу, чтобы оно было чем-то уникальным, отличалось, чтобы у него была философия, концепция, внутри лобби был свой запах, ну и какие-то такие нюансы, которые, как мне кажется, очень важны. И именно поэтому, наверное, как бы это отличает меня вот в направлении девелопмента, как человека, который придумывает вещи, которые
получает некий added value. Когда человек покупает у меня квартиру, например, он понимает, что кто-то задумался о том, как человек в ней будет жить, какая будет мебель, какой будет вид, как он будет, на каком лифте он будет туда подниматься и так далее. То есть всему этому, наверное, в чем-то я научился от отца, потому что я с детства ходил по его стройкам вместе с ним, наблюдал, как он к этому относится. Это всегда очень личное. Есть девелоперы, которые, например, занимаются очень большим строительством, но в основном это как бы тиражирование существующей концепции. То есть построил дом, а дальше ты его повторяешь. И ты его можешь повторять всю жизнь, и ничем от первого и от 50-го не будет отличаться. Это немножко не про меня. Мне хочется все равно каждое новое строение сделать как бы лучше, интересней, отличным от предыдущего. Но, естественно, соблюдая финансовую модель, понимаю, что это надо окупать. И жажда новизны такая, да, в вас присутствует? Да. Ну и я езжу, учусь, смотрю, наблюдаю. Я прихожу, где-то мне нравится, как открывается дверь, ключ или там значок навигации в туалет, или как установлена раковина, или смыв. То есть все это имеет значение, все состоит из деталей. Пока вы говорили, я невольно вспомнил знаменитую речь Стива Джобса перед выпускниками, к сожалению, не помню, какого университета. Главная цитата, разошедшаяся по всему интернету: «Оставайтесь голодными». Вот у меня такое ощущение, что вы голодный, в хорошем смысле этого слова, естественно. А есть ли у вас девиз какой-то жизненной фразы, которую вы Ну вот я не слышал этой цитаты от Стива Джобса. Может быть, просто я не обратил на нее внимания. Но она очень правильная. И мне кажется, в воспитании детей я благодарен своим родителям за то, что они все-таки вот держали меня в каком-то, может быть, определенный период искусственном голоде, когда вот уже была возможность, но у меня не было к этим возможностям доступа. И это то, что, наверное, я бы хотел повторить со своими детьми, потому что, ну, для мальчика, особенно для меня, там, первые, наверное, 10-15 лет сознательной жизни, там, с 15 до 30. Основная цель была заработать, чтобы я вот мог, я не знаю, купить машину, поехать отдыхать, построить дом. Какие-то абсолютно, как мне кажется, банальные вещи, то есть просто тупо заработать денег. Вот для меня это всегда было важно. И в какой-то момент, когда это начало как-то получаться, я понял, что это желание у меня не пропало просто для других целей. Не купить дом, машину, а реализовать новую радиостанцию, или открыть телевизионный канал, или построить еще какое-то здание. То есть все равно мне их всегда не хватает. И вот пока, видимо, это присутствует, у меня это исчисляется, вот, к сожалению, такой формой, то ты каждый день не ленишься, встаешь, едешь на работу и целый день что-то для этого делаешь. Говорили, что хотели заработать. То есть стереотип о том, что золотая молодежь, люди, которые едят с золотой посудой, не нуждаются ни в чем, это стереотип не про вас? Ну, я как бы производство советского времени, у меня 79-го года рождения, я, соответственно, первые 10 лет моей жизни, хоть и маленькой, но они прошли в советское время. Потом, когда появился первый достаток, меня отправили учиться за границу, но как бы в категорию золотой молодежи я никогда не входил по одной простой причине, что у меня никогда не было денег. То есть карманных денег мне не давали. Но, как бы, мне кажется, это тоже было несознательно со стороны родителей. Просто они, у меня такое было детство хаотичное. Они понимали, что любой лишний рубль или доллар в кармане — это потенциально, я не знаю, наркотики, алкоголь, сигареты. И вот был такой страх, чтобы у меня не было лишних денег никогда, даже на книжке. И это, наверное, в моем случае было правильно, потому что на первые заработанные деньги в своей жизни я купил пиво и сигареты. Как вы заработали свои первые деньги, которые потратили на пиво и сигареты? Мыл стекла на Садовом кольце с одноклассниками. Прекрасно. И это было прекрасное время, потому что в основном, ну, мы не сколько мыли, а пачкали окна. Вы знаете, это грязной тряпкой, ты размазываешь грязь человеку, и он просто, чтобы ты этого не делал, дает тебе денег. Я помню, самый большой заработок был, вот этот был, наверное, 90-й год. Я получил 5 рублей, на которые можно было купить не просто сигареты для всей школы. И это было прямо очень круто. Но эта карьера моя, мойщика стекол, быстро прекратилась, потому что я помыл стекло какого-то отцовскому другу. И дома, естественно, я за каждое помытое стекло получил хорошенечко по шапке. И пришлось прекратить вот этот бизнес маленький свой. Я так понимаю, у вас хулиганское несколько, да, подростковый возраст был? Было, но у меня был хороший пример и хорошая история. У меня такой же отец, который тоже всегда плохо учился. То есть это, видимо, наследственное, с 2 на 3. Он тоже в школе установил когда-то
диафильмы крутил, продавал, в общем, билеты, чтобы посмотреть диафильмы, сигареты продавал. То есть у него, в принципе, похожее детство. И когда мне всегда предъявляли, что вот взрослые бабушки, дедушки, что вот ты плохо себя ведешь, это неправильно, все, я говорю, посмотрите на папу. Он все делал то же самое, у него все в порядке, поэтому не трогайте. От него предпринимательская жилка у вас? Ну, трудно сказать, наверное, да. С одной стороны, с другой стороны, мне кажется, что вот предпринимательская жилка, она как бы формируется характером. Если ты хочешь состояться, ты хочешь какого-то успеха, и ты готов рисковать и что-то для этого пробовать, делать, то она будет как бы сама по себе натуральным образом развиваться. Не все сразу получается, но совершенно точно вот на самом примитивном уровне ты понимаешь, что это можно купить за $10, продать за 12. Вот уже у тебя есть вот это окошко возможностей. Иди, делай, не ленись. И дальше это просто масштабируется. И когда ты научился вот на таком примитивном уровне, ты это уже можешь развивать во что-то большое, придумать какую-то идею, ее монетизировать, там, ну и так далее. Как складывались ваши отношения с отцом в вашем подростковом возрасте и сейчас? Я вот читал в одном из интервью, что вы с ним его по имени-отчеству называете. Ну, при людях обычно, да. Он у меня Рас Скендерович, он действительно очень масштабный, успешный, очень уважаемый человек, которого я очень люблю и считаю, что он очень многое сделал для того, чтобы меня сформировать в жизни. И отношения у нас всегда были очень доверительные, дружеские, но как бы взаимоуважительные. Отец у меня достаточно в детстве, он был, в принципе, не делал мне никаких замечаний, никуда не направлял, но вот у меня было несколько таких разговоров важных с ним, точнее у него со мной тогда, когда он мог так правильно осадить, наверное, какими-то своими наблюдениями или комментариями. И это очень, наверное, провоцировало и стимулировало на какую-то самореализацию. Не знаю, это хорошо, плохо, правильно или нет, но в нашем случае, в наших отношениях, это же всегда очень индивидуально, мне кажется, у нас всегда был правильный вектор вот этих взаимоотношений. Детская мечта, которая у вас была, смогли вы ее исполнить? И какая, да, естественно, детская мечта у меня была стать певцом. И вы знаете, я, наверное, в это никогда не мог поверить, что она может состояться. Поэтому часто на концертах я благодарю своих зрителей за то, что они помогли реализовать мне эту мечту. И в моем случае, наверное, шансов было достаточно мало, но как-то все сложилось. Вы заговорили о зрителях. Никогда не задавались вопросом, чем я, музыкант и мим, интересен зритель, чем я его цепляю, какое у меня амплуа, я не знаю, как. Мне кажется, здесь все очень просто. Есть две, наверное, важные составляющие. Первое, все, что я делаю на сцене, и музыку, которую я исполняю, я делаю это абсолютно искренне. То есть, как бы, песню, которую я пою, мне комфортно ее петь, потому что я верю в каждое слово, которое я как бы в этой песне произношу. И мне кажется, люди это чувствуют, и я получаю отклик какой-то. Потому что когда ты выходишь на сцену, поешь для того, чтобы как бы там заработать денег или там отработать концерт, и в принципе тебе все равно, что чувствуют, думают люди в зале, то это тоже чувствуется. А мне не все равно, и мне хочется, чтобы каждый, кто пришел, там купил билет, заплатил за присутствие на моем концерте, не пожалел, что он потратил не то что деньги, даже свое время. Потому что часто я сам бываю на концертах, где я сижу, и я понимаю, что в принципе я мог бы сюда и не приходить, потому что в записи этот артист звучит круче. А вторая составляющая как раз именно заключается в том, что для меня концертная деятельность, она непростая, она требует сил, усилий, путешествий, там, бессонных ночей, но это как бы любая гастрольная артистическая жизнь. Но для меня это не основной заработок, поэтому, опять же, я могу выходить на сцену и не работать, а получать удовольствие вместе с моими зрителями. Вот мне кажется, эти два фактора, вы так конкретно задали вопрос, мне кажется, я так первый раз смог это в своей голове уложить, сформулировать. То есть удовольствие. Как вы представляете себе вашего зрителя? Он же явно не такой, который ходит на концерты Киркорова или, наоборот, там, какому-нибудь рэперу Гнойному. Вот какой он, ваш зритель? Ко мне часто приходят семьями. То есть я вижу прям 3 поколения отчетливо. Сидит, там, допустим, муж с женой,
мама, не знаю, мужа или жены, и дочка. То есть вот так, в 3 поколениях, и я понимаю, кто слушает песни. У меня есть там песни, которые написал для меня, например, там Игорь Яковлевич Крутой или Игорь Николаев, совместные их песни на чистоту, Максим Александрович Фадеев. То есть это большие, такие серьезные авторы. И исполняя песню Крутого, я понимаю, что я как бы эту музыку слушает более взрослая аудитория. Исполняя песни, допустим, Макса, я понимаю, что это как бы более молодая ниша. И по реакции зрителей ты это все видишь. А концерт я все заканчиваю такой более как бы фанковой молодой историей, когда уже все танцуют, уже неважно, кому сколько лет. Мне кажется, все объединяются в одно целое. А вы сами для себя пишете музыку и стихи? Начинал я с собственных песен, на самом деле, 15 лет назад. Сейчас я могу сказать, что я пишу все меньше и меньше, потому что у меня появилась возможность сотрудничать с действительно уникальными авторами. И когда я попадаю в студию, где Максим Александрович Фадеев садится за рояль, я понимаю, что я точно не хочу ничего сочинять, потому что он умеет это делать круче. И я как бы доверился авторам, но иногда у меня, как бы я все равно что-то пишу, экспериментирую. Из там последних песен, которые как бы... Я пишу только, когда меня что-то трогает. Я написал песню там «Мама». И вот она стала такой вот важной песней. Но не могу сказать, что я в последнее время много сочиняю, потому что такой процесс, если я был помоложе, у меня было время там неделю уехать куда-то и вот просто заниматься музыкой. Сейчас у меня такой возможности нет. А просто прийти после работы, насыщенный день, бизнес, финансы, встречи, и ты сел и сейчас сочинил, уже это очень стало маловероятно. Музыка требует внимания. Вы про песню «Маму» сейчас упомянули, сказали, что трогает. Был какой-то случай, почему именно вот сейчас вы так? Ну, это такая длинная история, я постараюсь ее как бы в сокращенной форме рассказать. Я в городе Майкопе познакомился... У нас есть такой проект, называется он «Бумеранг добра». Мы в каждом городе, каждый концерт собираем какие-то деньги на благотворительные нужды детских домов или там конкретных детей, которые в этом нуждаются. И я с этими детишками обычно встречаюсь до концерта, поскольку мы их приглашаем на концерт. И это всегда очень трогательно, не всегда легко переживаешь как бы эти встречи, потому что всегда это нуждающиеся дети, либо у них нет родителей, либо они с ограниченными возможностями. И в Майкопе это была школа-интернат, которая занимается особенными детьми с музыкальным направлением. И один из мальчиков, с которым я познакомился, зовут его Хусаин, он пел песню «Катюша», но при этом он был на самодельном таком инвалидном кресле и незрячий. Я потом подружился с его семьей, с мамой, проникся и прочувствовал всю ту любовь, которую мама дарит своему ребенку, и поехал на отдых в августе. И как-то все это в моей голове прокручивалось, перекручивалось, и там оказался как раз инструмент, и получилась песня «Мама», которая, в принципе, как бы в том числе я посвятил и своей маме, и всем мамам, но тронула именно вот эта история. Я представляю. Ну, по поводу благотворительности. Ральф Эмерсон – это американский поэт и заодно священник. Как-то сказал: уберите самолюбование, и вы кастрируете благотворителя. Что для вас благотворительность? И как вы расцениваете это высказывание Эмерсона? Мне трудно, каждый относится по-разному, Эмерсона комментировать не буду, наверное, но могу сказать, что в моем случае я, во-первых, никогда не планировал этим заниматься, то есть это как какой-то натуральный процесс, который начался с того, что рано или поздно ко мне поступали обращения еще до как бы масштаба социальных сетей, в виде там писем, звонков, знакомых, через друзей, что кому-то нужна помощь, кому-то нужна операция, кому-то нужно... И по мере возможности я, конечно, старался никогда никому не отказывать. С появлением соцсетей, доступа и, естественно, какой-то моей артистической карьеры этих запросов стало настолько много, что пришлось как бы взять на работу отдельного человека, который занимается вот перевариванием всего этого процесса. Потому что, во-первых, там присутствуют аферисты, везде надо как-то вникать, потому что мы стараемся оплачивать любые благотворительные процессы напрямую в больницу, чтобы как бы и родители чтобы никак не могли влиять на этот процесс в плохом как бы варианте. И это требует определенных сил, времени, энергии.
и ты сам лично вовлекаешься, потому что когда ты принимаешь решение этому ребенку или этому, и как бы ты не можешь помочь всем, естественно, надо понимать критерии, у кого как бы жизнь больше в опасности, наверное, как кто, может быть, еще месяц может подождать. И для меня это стало такой необходимостью, потому что вот так же, как я каждый день занимаюсь своей музыкой, своим бизнесом, там, своей семьей, я также там сколько-то минут трачу на вот благотворительный проект. И это просто часть моей жизни. Я стараюсь всего этого не афишировать, хотя у меня есть проекты, которые требуют некой рекламы, как в частности «Добродомик», проект, который мы открыли в Москве, где мы кормим бесплатно пенсионеров каждый день, около 1000, и каждый обычный человек может прийти в этом ресторане поужинать и таким образом помочь нам накормить на следующий день несколько пенсионеров, да, это все оплатив счет, потому что вечером мы работаем как коммерческая организация, днем как бесплатная. Вот такие проекты я афиширую, и как бы я являюсь их лицом, чтобы привлечь больше людей, которые этому помогут. Все остальное как бы мы держим абсолютно как бы за ширмой, потому что это лично, и я рад, что у меня есть возможность. Какая отличная идея с Добродомиком. Это вы придумали? Нет, это придумала Александра Синяк. Меня очень тронул ролик, который записал один новостной канал в городе Санкт-Петербург. Они работали как обычное кафе, и однажды к ним пришел пожилой человек, и они решили не взять с него денег. Ну, за обед. Соответственно, на следующий день пришел еще раз, на следующий день еще раз, и на там 4-й или 5-й день, когда он вернулся, видимо, в ожидании, что с него не возьмут денег, официантка не знала и как бы предъявила ему счет. Он рассчитался и больше не приходил. И они решили, что совершенно точно они хотят помогать пожилым людям, и свое маленькое кафе они превратили вот в такой проект, где вечером люди платят, а днем, ну, привлекли каких-то партнеров, кто-то бесплатные продукты, волонтеры. И меня очень тронула эта история. Я полетел в Питер, встретился с Александрой, потом она приехала в Москву ко мне, с ее мужем тоже. И сказал, что я хочу тоже как-то присоединиться. И сначала мы начали помогать Добродомику в Санкт-Петербурге, а сейчас мы открыли Добродомик в Москве и пытаемся вместе с Александрой и ее супругом сделать этот проект общенациональным. То, что в каждом городе мог существовать Добродомик, в каждом городе есть коммерсанты, бизнесмены, люди, которые готовы помочь, волонтеры. И, соответственно, это возможно. Уже открылся Новосибирск, в процессе еще несколько городов. А Баку обязательно у нас в планах. А вы вообще сентиментальный человек? Легко вас тронуть за душу? Да. Да? Очень. Это всегда с детства было? Или какое-то событие в жизни изменило ваши отношения? Мне кажется, я просто очень впечатлительный. И какие-то вещи увиденные, услышанные, рассказанные, или с чем я соприкасаюсь лично, они очень производят на меня такое большое впечатление. Я потом думаю об этом, то есть могу радоваться или расстраиваться. То есть я, ну, наверное, правильное слово впечатлительный. То есть и в хорошем смысле этого слова, наверное, сентиментальный, потому что я проникаюсь какими-то историями, которые вызывают во мне какие-то чувства. Ну, не безразличный человек. А к критике вы как относитесь? Вот хвалу и клевету приемлю равнодушно, как у Пушкина, или все-таки важно, не хочется читать неприятности про себя? Я готов читать про себя неприятности, но справедливые. И это делаю. Мне в соцсетях, естественно, часто пишут, что вот спел там плохо, например, да, где-то на каком-то концерте сборном. И действительно слушаешь, ты понимаешь, что действительно спел плохо. Поэтому эту критику воспринимаешь, а я не хочу петь плохо, значит, надо больше репетировать, надо подготовиться, надо, чтобы со звукорежиссурой все было в порядке. А есть вещи неконструктивные, и они немножко бывают обидными. А вообще обидеть вас легко? Ну, не то чтобы легко обидеть, но зацепить, наверное, легко, как и любого творческого человека. Как говорят, художника легко обидеть. Угу. Может, каждый, конечно. А страхи? Есть у вас какие-то страхи, ну, которыми вы можете поделиться? Вот я был, например, удивлен. За неделю до нашего интервью к нам пришли ваши охранники, осмотрели все помещение там на предмет чего-то. Чего боитесь в жизни? Ну, наверное, две вещи основные. Это пауков и за здоровье своих детей. То есть это одно — это фобия, второе, мне кажется, это каждый родитель. Но у меня, чем я становлюсь старше, тем больше я за них переживаю. Мне, как бы, я боюсь, особенно когда они маленькие совсем, чтобы они не болели, чтобы не кашляли, чтобы
их ничего не мучило. Ну, с детьми понятно, а по поводу пауков был какой-то неприятный случай? Я с детства, я не знаю почему, я их как-то боюсь, но сейчас уже я как-то контролирую. Раньше я видел паука, и все, у меня был полный столбняк, паралич. Вы пытались как-то работать над собой, ну, не обязательно именно с этой фобией, но вообще вот изменить в себе что-то, преодолеть какие-то вещи? Да, конечно. Конечно, это такой, мне кажется, процесс всей жизни. И есть какие-то привычки, которым я которые меня манят, можно сказать, но приходится сопротивляться. Например, курение. Я очень люблю курить. Я в 23 года бросил курить, 17 лет не курил, в 39 закурил, сейчас опять бросил курить. И понимаю, что, в принципе, если бы я мог, я бы курил бы с удовольствием. Но, во-первых, это вредно. Во-вторых, уже дети взрослые, они уже меня дергают, что пап, ты что вообще куришь? 21 век. Ну, как бы и так далее. Ну, это такой пример, наверное, один из. Таких привычек у меня хватает. Бернард Шоу, как ты сказал, нет ничего проще, чем бросить курить. Я делал это сотни раз. Да, я делаю это каждый день. Здорово. К музыке. Давайте вернемся к музыкальному вашему творчеству. Вы сказали, что с детства мечтали стать певцом. Ну, все мы, знаете, кто-то космонавтом мечтал, кто-то еще что-то. Но не все так упорно шли к этой цели. Вот какой-то момент был, когда вы решили, что все, я буду певцом? Да, это было, я это отчетливо помню, 24-25 лет мне было, я много музицировал дома, и меня посетила простая мысль, что если я не попробую это сегодня, и серьезно, и полноценно, то пробовать это там в 40 или в 35 будет немножко поздно. Потому что возможно, но, во-первых, поздно, во-вторых, сложнее. Соответственно, я принял решение записать вот такой свой первый дебютный альбом, хотя мне до этого 18 лет я уже записал альбом русскоязычный. Его никто, я надеюсь, никогда не услышит. И в 25 я занялся этим процессом, не понимая, как устроен шоу-бизнес и как я буду продвигаться, двигаться. Но совершенно точно я понимал две вещи. Это первое, то, что я пойду в этот шоу-бизнес без фамилии, то есть будет просто Эмин, чтобы никто меня не ассоциировал с моим отцом, и с бизнесом, ну и так далее. И без лица, то есть только музыкой, то есть не было нигде фотографий или там и так далее. И если эта музыка найдет какой-то отклик, значит, я для себя обрету право двигаться дальше. И вот первая песня «Стыл», как раз, которая вышла на дебютном альбоме «Стыл», которая до сих пор со мной, мне кажется, была определяющей, потому что она сразу понравилась, она сразу получила какой-то, как говорят американцы, респонс положительный. И я понял, что стоит работать дальше. Когда вы поняли, что вот он успех, я знаменит? 10 годами позже. Ну, то есть не так, чтобы очень давно, да? Это был какой-то момент, я не знаю, вы увидели себя в клипе или концерт какой-то был? Нет, это произошло все очень просто. Это произошло тогда, когда я... Концертировать я начал сразу, но мы не могли заполнить зал, то есть билеты плохо продавались, там промоутеры брали нас на концерт, там в Екатеринбург, например. 1700 мест, продается 500 мест. Ну, мы, естественно, приезжали, пели концерт. Я не брал гонорар, естественно, потому что я понимал, что человек не заработал. И так было достаточно долго. И в какой-то момент, когда мы поняли, что мы в любом городе собираем аншлаг, и не только в России, вот тогда я понял, что, наверное, у меня получилось это вот в том разрезе, в котором я это видел, что я состоялся как артист, который может собрать большой зал. Промоутеры хотят получить даты, чтобы организовать концерты. И весь этот процесс работает на общих основаниях, то есть так, как это работает у других больших артистов. Для меня артист состоялся тот, кто может гастролировать и продавать билеты, тот, кто востребован. Не тот, кого показывают по телевидению или крутят по радио, потому что это, в принципе, искусственно решаемо. И ты можешь присутствовать на всех медиаплощадках, но при этом никто не захочет тебя пойти послушать. Это две разные категории. Какой самый крутой, вот запомнившийся для вас концерт у вас был и где? Ну, у меня было таких несколько событий. Вот из такого прям очень запоминающего это была Дворцовая площадь, концерт, который эфирил канал PBS американский с Дэвидом Фостером. При том, что они обратились к Дэвиду Фостеру, что вот есть идея сделать с российским артистом такую коллаборацию. Дворцовая площадь, историческое место, Санкт-Петербург, американская классика. Туда я пригласил Ани Лорак и Полину Гагарину, они тоже приняли участие. С Полиной мы пели
песню «Always on my mind» дуэтом, а с Каролиной мы пели песню, как же она называется, из репертуара Элвиса, «You don't have to say you love me». Ну, вот, вспомнил. И это было очень запоминающим событием, потому что это было 50 тысяч человек на площади, гигантский концерт, бесплатный, но очень грандиозный. Недавно в Баку у меня было большое событие в городе Гянджа, тоже это был подарок городу, пришел практически весь город, то есть такой фантастический опыт. Ну и вообще очень бывают и трогательные концерты, и трогательные моменты. Меня иногда просят перед концертом, что парень хочет своей девушке сделать предложение во время концерта. Я могу так в середине концерта это объявить, дать ему микрофон, спеть, они станцуют. Ну, это всегда очень так приятно и трогательно. Поэтому концертная деятельность, она очень личная для меня. И это то самое событие, которое ты не можешь провести на тяп-ляп. Ты с момента, как ты вышел на сцену, ты должен, либо ты полностью должен отдаться этому процессу, зрителю, музыке, либо у тебя не получится это волшебство, когда вы все объединились во что-то такое уникальное. Поэтому я очень люблю этот процесс. Про успех поговорили. Давайте про провал. Один из американских артистов, не помню уже кто, сказал, что успех для артиста – это лишь отсроченный провал. Были ли у вас провалы? Наверное, да. Не наверное, а точно были. И я их просто не запоминаю. Вот сейчас вы меня вспомните, где-то у меня, может быть, там я открыл ресторан, он был не очень успешным. Где-то я с кем-то о чем-то не договорился, хотя планировал. Но все эти провалы, почему я их не запоминаю? Потому что они меня провоцируют на еще большие победы. Поэтому я просто их не могу реально вспомнить. Вы звезда? Вот вы себя чувствуете звездой? Я чувствую то, что со мной все время кто-то хочет сфотографироваться. И, наверное, это единственное проявление того, что ты известный человек. Но во всем остальном нет, потому что, мне кажется, я поздно достаточно пришел к какой-то славе и привык жить без нее. Соответственно, у меня вот этой звездности, которая, может быть, появляется у молодых артистов, ее просто нет. Но успех, слава, вот эта звездность, она все равно несет некую негативную оборотную сторону. Например, чувство зависти. Да? Вы олицетворение успеха, и для многих объект зависти. Это естественно. Вот вы чувствуете, что вам завидуют люди, и как-то вы контактируете со своими завистниками, не знаю, боретесь. Вот как-то Диоген сказал, причинить муки своим завистникам значит быть в хорошем настроении. Вы знаете, если честно, то нет. Я не чувствую зависть. Я понимаю, что она, наверное, присутствует. Наверное, не чувствую, потому что люди от меня чувствуют какую-то положительность в ответ. То есть, если я даже с врагом буду сидеть, и у меня бывает с конкурентом, с врагом, грубо говоря, да, за столом, я все равно не желаю человеку зла. Я желаю ему добра, чтобы у него тоже все получилось, чтобы у него тоже все было хорошо. Чувство мести вам знакомо? Это блюдо, которое подают холодным? Нет, у меня нету. Я не мстительный человек по характеру. Про врагов вы сейчас упомянули, а давайте теперь про друзей. У нас часто говорят, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Расскажите о своих друзьях. Кто ваши близкие друзья? Я вот читал, что вы сами говорили о Максиме Фадееве. Можно ли вас назвать друзьями? У вас даже песня есть «Давай найдем друг друга». Да, тоже, кстати, история детского дома в Алмате, в Казахстане. Я был, и у них есть тема наставников. Это в основном из детских домов забирают маленьких детишек, а детям, которым уже там 9, 10, 11, 12, они, в принципе, статистически никогда не обретают родителей. И вот ребята в Казахстане придумали тему наставников, когда ты не берешь ребенка из детского дома, не усыновляешь, да, не удочеряешь, если правильно. А ты выступаешь таким вот старшим дядей, братом, путеводителем. Особенно, когда даже они выходят из детского дома и должны приспособиться к нормальной жизни. И на меня это произвело такое впечатление, что я ехал в аэропорт, позвонил Максу, я говорю: Макс, вот ты рассказал ему вот это все. Я говорю, и у меня есть фраза «давай найдем друг друга». Он говорит: все, у меня есть готовая песня, мне только нужно дойти до инструмента, а я сейчас лечу на Бали, и мне лететь 15 часов. Но я все придумал. И он действительно прилетел, через буквально сутки я получил
песню Макс. Та-дан, 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 та-дан. Он ее напел, и была у нас только эта одна фраза. И потом вместе с Олей Серябкиной они написали этот потрясающий текст песни. И началась наша большая дружба. Но на самом деле началась она чуть раньше, когда нас сдружило, как это правильно сказать, такое, наверное, недоразумение, когда некоторые наши коллеги из шоу-бизнеса нас с Максом так слили из общего такого творческого события. И мы на этом очень как бы сошли и сдружились. Макс пошел своей дорогой, мы вместе что-то сделали, а мне это дало возможность создать все, что ассоциируется сегодня с брендом «Жара». Что, в принципе, я планировал делать вместе со всеми остальными, но там длинная история, я сейчас о ней не буду рассказывать. Ну, заговорили о друзьях, не могу не спросить вас о Григории Лепсе. Я читал, что в 2017 году ваша команда объединилась с его продюсерским центром. Уж не знаю, можно ли назвать его вашим другом, это вам виднее, но расскажите о вашей совместной деятельности. Ну, в первую очередь, это дружба, конечно, с Григорием Викторовичем. Я не могу сказать, что у нас какой-то большой совместный бизнес, но мы такие партнеры по жизни, и оно так сложилось уже лет 7, наверное. Гриша очень близкий для меня человек, Григорий Викторович, но для меня в нашей такой компании он, конечно же, Гриша. И мы, кстати, вчера вместе у Сергея Витальевича Кожевникова, еще одного нашего друга, обедали все вместе с женами. И с нами был еще Николай Басков. Было очень весело. С ним всегда весело. Это ваш круг друзей, да, вот эти? Ну, да, это тоже такой вот круг, который мы периодически вот все вместе общаемся, встречаемся. С Григорием Викторовичем нас объединяет несколько проектов. Ресторанный бизнес. Мы открыли ресторан «Рюмка водки» на Петровке. И ресторан «Лесной», который является сейчас одним из самых, наверное, моих успешных ресторанов. Я очень рад, что вот мой партнер там именно Григорий Викторович. Мы вместе инициировали и организовываем фестиваль «Жара» в Баку. Мы плотно сотрудничаем между продюсерским центром Григория Викторовича и его артистами, которые находятся под его крылом, и брендом «Жара». А глобально, в первую очередь, мы дружим. И, в принципе, этим все сказано, потому что если я с чем-то обращаюсь к Григорию Викторовичу, он ни разу мне ни в чем не отказал. И то же самое обратно, если он с чем-то я ему могу быть полезен, я всегда как бы с удовольствием это делаю. По поводу совместной работы, продюсерский центр, вы продюсируете кого-то еще? Мы сейчас только начали. То есть у нас в лейбле «Жара» за последний год мы подписали около 100 артистов, выпустили более 1000 треков за 2019 год. В стриминге мы заняли в ВКонтакте, в Буме, в Одноклассников около, в среднем по году 10% всей популярной музыки. А в пиковые периоды 27% установили абсолютный рекорд. То есть 27% музыки, которую слушают в стриме, выпущено на лейбле «Жара». А лейблу всего год. То есть уникальный случай. И сегодня мы понимаем, что мы не просто должны тиражировать творчество состоявшихся артистов, но мы готовы уже к продюсированию. И наш продюсерский центр и лейбл «Жара Music» вот запустил первых 3 артистов уже в этом январе. Соответственно, мы планируем растить и развивать новых молодых артистов. Фраза, что продюсерские центры себя изжили как организация, потому что музыканты могут продюсировать себя сами, встречается очень часто. Как вы считаете, это так? Вы знаете, у меня к этому очень простое отношение, и я это объясняю всем артистам, коллегам, партнерам. Философия лейбла «Жара Music» и нашего продюсерского центра — быть инструментом для артистов. То есть артист может даже на нашем сайте выбрать спектр услуг или его директор, в которых он нуждается. Но действительно до сегодняшнего дня в основном музыкальные лейблы, они как бы всеобъятно занимались артистами, артисты им принадлежали, права принадлежали, музыка принадлежала. Естественно, с учетом вот такой глобализации, развития интернета и социальных сетей, я понимаю, что этот процесс, наверное, можно как бы перелистнуть и переформатировать, где артист не привязан к лейблу и привязан только в том случае, если лейбл является для него наилучшим, наиболее успешным партнером. Соответственно, моя задача вместе с моей командой, моим партнером Бахти, который руководит этим направлением, построить лейбл таким образом, чтобы мы были для артиста наиболее выгодны. То есть я как артист
выбираю лейбл «Жара» не потому, что я его владелец, а потому что я как артист стану больше артистом с этим лейблом. Потому что если мне сегодня предложит кто-то большего успеха, мне все равно, что это мой лейбл. Я пойду на другой лейбл, потому что другой лейбл сделает меня более успешным артистом. Вы и бизнесмен, и продюсер, и музыкант, и, я не знаю, сколько у вас работ? Можете посчитать? Одна. Я должен быть эмином каждый день. Что значит быть эмином? У меня 4 детей, 2 жен. Ну, как бы мы в хороших отношениях с моей первой женой и, естественно, в хороших с моей нынешней. У меня большой бизнес, разный. И все это требует каждодневного внимания. Поэтому быть эмином – это вот пытаться успеть решить все ежедневные насущные вопросы. Правда, что вы встаете в 5 утра каждый день? Я ложусь в 5 утра каждый день. Да, не знаю, уж позавидовать вам или нет. Еще один очень известный человек побывал, так сказать, рядом с вами. Точнее, у вас в клипе снялся президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. Ну, до его президентства. Ну, до его Будем президентства, но он честны. уже был миллиардером к тому моменту. В любом случае, скажите, сколько у него был гонорар за съемки и поддерживаете ли с ним отношения сейчас? У него не было гонорара за съемки, он сделал это по-дружески, потому что у нас сформировались очень теплые отношения. Я снимал тогда клип в Москве, и он вот эти три дня был тоже в Москве, и я ему сказал, что предложил, сказал, есть идея, поскольку вы здесь, господин Трамп, сняться у меня в клипе. Он говорит, а что я должен делать? То есть не сказал нет или да. Я говорю, все очень просто, вы должны меня уволить. То есть you just have to fire me. Он говорит, that's easy. Я говорю, а сколько займет это время? Он меня спрашивает. Я говорю, ну, примерно 5-10 минут. Он говорит, а когда? Я говорю, когда завтра вы будете выезжать из гостиницы по дороге? Он говорит, без проблем. И действительно, 2 дубля, 15-20 минут. И получилась такая вот историческая история с его съемками в моем клипе. Поддерживаете отношения? Сейчас, я не знаю, может быть, в Твиттере переписываете? Нет, не поддерживаю. Я фолловую его в Твиттере, в Инстаграме и детей тоже. У нас были действительно очень теплые отношения, но в какой-то момент все, что вот взорвалось в Америке, антироссийская история, расследование Мюллера, обвинение меня в организации секретной встречи, передаче документов, влияние на выборы. И вот вся эта история, естественно, я был поставлен в ситуацию, где мое общение сегодня с его семьей и непосредственно с Дональдом Трампом будет еще раз таким как бы возможностью для журналистов и для всех его недругов это использовать против него. Соответственно, я отношусь к нему с большим уважением, теплом, я не хочу ставить его в эту ситуацию. Поэтому мы, я думаю, реанимируем наше общение после его президентства. О журналистах вы сказали. Вы читаете статьи о себе, и, конечно, желтая пресса никуда не делась. Вас обижают? Вообще вам интересно, следите ли вы за гадостями, которые вас пишут, или только хорошее? Как это все у вас? Да нет, не слежу. Если мне что-то попадается, я могу там, что-то меня улыбнет, что-то меня там порадует или расстроит. В контексте ситуации с Трампом, поскольку мой адвокат американский посоветовал не общаться с прессой на эту тему, потому что все, что сказано, может использоваться в суде, в Конгрессе, против там, и так далее, я был в таком заключении молчании на протяжении года на эту тему. Что, в принципе, меня расстраивает, потому что я свободно говорю на любые темы, нет у меня никаких секретов, и меня можно спросить все, что угодно. Соответственно, когда мне захотелось ответить на все эти вопросы, мы сняли клип, где мы взяли двойника Дональда Трампа, Хиллари Клинтон, Марка Цукерберга. И все обвинения, которые шли в мой адрес, мы их экранизировали. Соответственно, у нас получилась очень комичная, смешная история, как мне кажется, которая нашла определенный такой вот отклик и резонанс в мировом СМИ. Самую смешную или, я не знаю, абсурдную заметку о себе, которую вы читали, или новость какую-нибудь? Ну, у меня, помните, вышли такие программки, это было лет 5 назад, где можно было сфотографировать человека и посмотреть, как он выглядит старым, или молодым, или без волос. Фейсап, кажется. Да. Соответственно, я сделал такую фотку и выставил недавно ее в Инстаграм. И с комментарием, что наконец я готов признаться.
И теперь до сих пор мне подают статьи топ-10 звезд, скрывающих свою лысину, топ-5. Ну, то есть это стало официальным достоянием. Хотя, признаюсь, волосы пока еще мои. Давайте о ресторанном бизнесе поговорим. Как, значит, с чего началась ваша пищевая эпопея? Какое у вас любимое блюдо и какой у вас любимый ваш ресторан? Ну, началось все, ко мне было 16 или 17 лет, я устроился в Нью-Джерси в турецкий ресторан гардеробщиком. И, соответственно, это вот была моя первая работа, первый опыт. Потом помощником официанта. Помощник официанта – это тот, который не может принести еду или напитки, он может только унести грязную посуду со стола. Басбой, есть такой термин. До официанта я не дорос, но зато получил весь инсайт ресторанного процесса. И потом, в какой-то момент, мне захотелось попробовать этот бизнес, и экспериментальным первым рестораном был ресторан Шорхаус, в котором нашим партнером стал Аркадий Новиков. И я могу сказать, что он стал основным учителем процесса, то, как он это делает, то, как он принимает решения. И с тех пор я открыл, наверное, около 30 ресторанов. А любимый, наверное, из собственных проектов, наверное, ресторан «Заферано». Это ресторан современной бакинской кухни, который я придумал еще лет, наверное, 12-13 назад, когда я открыл первый «Заферано». Самое вкусное блюдо там какое? Ну, мое любимое, наверное, джизбыз. Это такое особенно азербайджанское блюдо. Это внутренности барана, пожаренное на такой раскаленной сковороде. Но точно не блюдо, от которого можно похудеть. Я уже почувствовал прям запах этого джизбыза. Да, мне сегодня, к сожалению, не удалось пообедать. Мне тоже. Да вы что? Ну вообще, какой у вас распорядок дня? У вас есть стандартизированный? Вот вы говорите, что ложусь спать в 5 утра, но, наверное, у вас все-таки есть какой-то... Я расскажу. Я примерно стараюсь... До 12 мне нужно позаниматься спортом, записаться на студии. Ну, на студии, естественно, не каждый день, но скапливаются проекты. Там пару раз в неделю я обязательно записываю что-то дома на студии. Я построил небольшую комнатку для именно вокала. Далее весь целый рабочий день, примерно он обычно с 12, с часу в офисе до 7-8, 6, в зависимости от того, как я компактно смогу это все сделать. Далее я еду на репетицию обычно, либо на выступление. Меня интересует еще один ваш бизнес, я имею в виду телевидение. Вот мы недавно на канале запустили подкаст, который называется «Телек умер». Так. Судя по тому, что у вас 2 канала, «Твой дом» и «Жара», вы не разделяете мнение, что телек умер. Вы знаете, я к этому отношусь очень комплексно. Телек, может быть, и умирает, но не в этом проблема телека. Телек, на нем осталась достаточно взрослая аудитория. Молодежь смотрит все в гаджетах. И вот что нужно в первую очередь понимать. Если вы хотите молодую аудиторию, то, конечно, на телевидении ее искать бессмысленно. В моем случае я занялся этим бизнесом, потому что я понимаю, что если это как бы все обрамить комплексно, музыкальный лейбл, у которого есть канал, радиостанция, журнал, и обязательно сайт и application, который это все объединяет, вот тогда в моем как бы понимании это будет работать. Потому что артист, который становится артистом лейбла «Жара Music», имеет свой музыкальный канал, свой фестиваль, свою музыкальную премию, которую также эфирит Первый канал, что является федеральным как бы статусным проектом для премии. И тогда это инструменты, ради которых мы можем собрать больше артистов, дать им больше продвижения, поддержки, потому что в интернете мы понимаем, как это делать. Но артист, который существует в интернете, ему хочется увидеть себя по телевизору, ему важно получить радиоподдержку, ему важно получить какую-то премию. И это все те инструменты, которые мы даем артисту, который с нами. Соответственно, мы понимаем, что мы можем охватить больший рынок, имея эти инструменты. Поэтому я отдельно решил развивать и канал, и радиостанцию, как отдельные проекты, но использовать их в совокупности тоже. Про название. Название бренда зачастую половина успеха. «Жара» — крутое название. Как пришло в голову оно? Ну, мы долго ковырялись, и так же, как и вот наши торговые центры «Вегас», «Жара», основной принцип был сделать короткое название. Я люблю короткие названия и очень точные, но всегда проблема заключается в том, что нового ничего не придумаешь, а «Жара» уже был фильм на тот момент, было зарегистрировано казино «Жара», там, не знаю, аптека «Жара», то есть в каждой категории пришлось выкупать эту категорию. Соответственно, когда мы поняли, что у нас все-таки хватит сил и средств это сделать, я принял решение, что «Жара» — это
жара. Плюс ассоциации были с Баку, потому что первый проект был фестиваль, что жара в Баку, там жарко, на берегу моря, и это все гармонировало. А дальше как бы мы поняли, что мы можем это развивать во всех плоскостях, потому что все равно каждый человек, наверное, ассоциирует жару с чем-то положительным. Я так понимаю, что отдыхаете вы тоже в жаре, да? Да. В каких-нибудь теплых странах. Да. Мы говорили о вашем ритме жизни. Понятно, что нужно отдыхать, и после такого трудного дня нужно как-то прям хорошо отдохнуть. Как вы себя, может быть, чем-то балуете, вот что-то себе позволяете? Ну, некоторые вещи, которые, наверное, несколько вещей, которые меня расслабляют, это экстремальные виды спорта, снегоходы, квадроциклы, вот все это я очень люблю. Могу вечером с друзьями поиграть в нарды, например, то есть как-то мозг отвлекается. Могу, не скрою, потыкать какую-то примитивную игру на айфоне, соревноваться с кем-то из друзей. Тоже я считаю, что это отключает мой мозг. Но самое главное, наверное, это время, проведенное с детьми. Это то, что полностью тебя переключает, отключает, и особенно если нет рядом телефона, ты полностью погружаешь в это лего, в ползание по комнате с малышкой или там с моими более взрослыми детьми. Уже мы можем там поиграть в футбол или какие-то у нас есть активности. И это самое клевое время. Я читал, что ваша бывшая жена удочерила девочку, и вы, как я вот беру цитату из какой-то статьи, как стало известно, принимаете участие в ее судьбе. Можете рассказать об этой ситуации, как ваши дети, как вы вообще ладите со всем этим? Ну, абсолютно гармонично. Я считаю себя отцом Амины, и она меня точно считает своим папой, и так и есть. Соответственно, мы живем вместе уже много лет, и как-то я даже не знаю, что вам прокомментировать. Она такой же мой ребенок, как и все мои остальные дети. Какой вы отец? Вы строгий или наоборот вы очень мягкий и нежный? Компромиссный. Я как бы из-за того, что я очень мягок, как мне кажется, своими детьми. Когда я бываю строгим, они прямо внимательно как бы слушают, потому что они понимают, что злой папа — это редкость, и нужно так take it easy. Опасаться нужно, да. Хотели бы, чтобы хотя бы кто-то из ваших детей пошел по музыкальной карьере? Есть уже какие-то начатки? Ну, есть. Али у меня старший сын. Между ними минута разницы, но я его считаю старше. И он себя, самое главное, считает старшим в семье. Они двойняшки. Он поет, он любит артистов, интервью, фанатеет, ездит на концерты. Но я не могу сказать, что я желаю своим детям какого-то пути и направления. Мне бы очень хотелось, чтобы, как и я, они имели какую-то вот такую предпринимательскую составляющую, потому что это очень помогает в любых процессах. То есть художник, который правильно смаркетирует и сможет продавать свои картины, он только выиграет от этого, да? Соответственно, при этом оставаясь творческим человеком. И детей я поддержу в любом их как бы направлении, начинании, и надеюсь, что они это чувствуют и понимают. Но хотелось бы, чтобы они понимали, что вот, выбрав какую-то дорогу, нужно все-таки пройти через все трудности и добиться успеха, потому что, как вот в моем случае, я петь и писать песни начал там в 13 лет, а добился успеха в 35. То есть это иногда очень длинная дорога. Может быть, и могло занять и больше времени, но это совершенно точно труд, и, как я говорю, успех невозможно купить. То есть даже если родители хотят, чтобы их ребенок, там, я не знаю, пел, танцевал, где-то можно помочь, где-то можно там замолвить словечко, но успех этот невозможно организовать. Его может только заработать сам человек, который как бы вот к нему стремится. Ближайшие музыкальные планы, гастроли, концерты, новые альбомы, песни? Ну, американский тур буквально через 10 дней. В 20-х числах февраля мы едем в Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Торонто. А дальше в марте у нас тур по России. И СНГ у нас Казахстан, Узбекистан, Ростов, Ессентуки. То есть огромное количество городов. Я думаю, в марте около 20 концертов. И в этом году я порадую коллаборациями с мега популярными и крутыми артистами. Хамали Наваи, Джонни, Рит Дакота, Глюкоза. То есть у нас в процессе много новых крутых треков. С кем бы вы хотели спеть больше всего на свете?
Вот Ну, меня часто задают этот вопрос. У меня есть любимая артистка, которая ни с кем никогда не поет. Ее зовут Шаде. Я считаю, что она абсолютно крутая, независимая, уникальная. И если вдруг мне сказали, вот по щелчку можно с кем-то спеть, то, конечно, Шаде. Естественно, этого никогда не произойдет, потому что ей совершенно точно не нужна коллаборация с Эмином. Спасибо большое, Спасибо мне было вам. очень приятно с вами Взаимно. пообщаться. Спасибо, что пригласили. Удачи. Спасибо. Сегодня в гостях у программы «Час пик» был предприниматель и певец Эмин.